Приветствую вас, друзья! Очередной и пока что самый большой пакет военной помощи Украине от США на сумму 3 миллиарда 75 миллионов долларов включает в себя очень много эффективных средств по защите территориальной целостности Украины. В него входят и снаряды для Хаймарс, и высокоточные снаряды Экскалибур, и противотанковые ракеты, и ракеты для ПВО, и многое другое. Но самое интересное в этом пакете — это долгожданные, легендарные американские боевые машины пехоты М2 Брэдли. БМП М2 Брэдли была названа в честь американского генерала времен Второй мировой войны Амара Брэдли. Ее разработка велась с 1964 по 1981 год, когда она и была принята на вооружение. Основными требованиями при создании Брэдли была возможность уничтожать советские БМП-1 на расстоянии 1,5 километра с помощью 25-мм автоматической пушки и основные советские танки на расстоянии 3 километра с помощью ПТУР-ТОУ. Броня Брэдли должна была выдерживать по кругу попадания 14,5 мм пуль пулемета КПВТ, осколков 155 мм осколочно-фугасных снарядов на расстоянии 10-15 метров, а спереди попадание 30 мм малокалиберных снарядов. М2 имеет традиционную для БМП схему. Моторно-трансмиссионное отделение располагается впереди, пехотинцы располагаются в кормовой части корпуса. Экипаж Брэдли состоит из 3 человек: командира, наводчика и механика-водителя. Также БМП способна перевозить 6 человек десанта. 600-сильный дизельный двигатель способен разогнать М2 до 61 км по трассе и до 40 км по бездорожью. При этом, в зависимости от модификации, Брэдли весит от 21 до 34 тонн. Топливные баки емкостью 662 литра обеспечивают запас хода 402 км по шоссе. Коробка передач автоматическая. Вооружение М2 Брэдли состоит из 25-мм стабилизированной автоматической пушки М242 Бушмастер с боекомплектом 900 выстрелов, двухтрубной пусковой установки ПТУР-ТОУ с боекомплектом 7 выстрелов и 7 62-мм пулемета М240С с боекомплектом 2200 патронов. Автоматическая пушка Бушмастер может вести огонь одиночными выстрелами и очередями. При этом максимальная скорострельность составляет 500 выстрелов в минуту. Питание пушки двухленточное для использования осколочно-фугасно-зажигательных и бронебойно-оперенных подкалиберных боеприпасов. Последний способен пробить более 100 мм катанной гомогенной брони. Для понимания, борт Т-90М имеет толщину 80 мм, а башня 50 мм. БМП-1, БМП-2, БМП-3, БМД, БТР-80 и другие бронемашины Бушмастер прошивает на расстоянии 2 км. Пусковая установка ПТУР-ТОУ заряжена 2 ракетами, еще 5 находятся в десантном отделении. 127-мм ПТУР-ТОУ способна уничтожить танк противника на расстоянии почти 4 км. Ракета в полете управляется по двухжильному кабелю. Стрельба ведется только с остановки. Перезарядка ручная через верхний люк десантного отделения. ТОУ способна пробивать броню толщиной 900 мм. При этом для ТОУ разработаны и используются новые ракеты, которые атакуют танк сверху. Пролетая над башней, происходит подрыв, который и уничтожает танк. От данного вида боеприпаса нет защиты даже у Т-90, не говоря уже о более ранних танках. Семь 62-мм спаренный пулемет М270С – это модернизированный вариант бельгийского пулемета FN МАК-58. В Ираке Брэдли уничтожила больше советских танков, чем знаменитый танк Абрамс, что в очередной раз доказало ее эффективность в бою именно против танков противника, за что она и получила прозвище «убийца танков». Брэдли – это не какой-то выставочный экспонат, а проверенная многими воинами эффективная боевая машина. Она множество раз модернизировалась и выпускалась в различных модификациях под различные задачи. Это и разведывательная машина,
и медицинская, и командно-штабная, и самоходный миномет и так далее. Всего было выпущено 9753 экземпляра. Из них 4500 машин находятся на вооружении армии США и 2000 находятся на хранении. Также часть М2 Брэдли стоят на вооружении Саудовской Аравии, Греции, Ливана, Хорватии и в скором времени Украины. Уже известно, что ВСУ получат М2 Брэдли с модификацией М2А2 ODS. Данная БМП имеет усиленную броню, выполненную по схеме сталь-алюминий-кевлар. На лоб и борта корпуса и башни установлены дополнительные стальные экраны толщиной 30 мм. Также на нее установлены элементы динамической защиты. Внутренняя часть корпуса получила оббивку материалом на основе кевлара, что защищает членов экипажа от поражения осколками брони в случае ее пробития. Данная модификация оборудована системой FB-CB2. Это боевая информационно-управляющая система, позволяющая обмениваться информацией с разведывательными спутниками и всеми подразделениями, на которых установлена эта система. Основываясь на полученной информации, FB-CB2 воспроизводит на дисплее компьютера боевую обстановку с указанием месторасположения дружественных и вражеских сил с привязкой к рельефу местности. Для наводчика установлен новый комбинированный прицел с тепловизором и новым лазерным дальномером с дальностью 10 км. Механик-водитель также обзавелся своим тепловизором. Дополнительно Брэдли оборудована тактической навигационной системой, инфракрасной системой пассивной защиты от ПТРК и цифровой системой ориентирования. Однако данная модификация утратила возможность форсировать водные преграды вплавь. Стоимость одной машины составляет 3 160 000 долларов. Уже в конце января 2023 года первые 500 военнослужащих ВСУ начнут проходить месячный курс обучения в использовании БМП Брэдли М2А2. 50 поставленных БМП смогут укомплектовать целый батальон. Учитывая огромное количество этих БМП на вооружении и хранении у США, существует большая вероятность, что количество Брэдли на вооружении ВСУ со временем возрастет до нескольких сотен. Летом прошлого года Украина получила первые 4 РСЗО «Хаймарс», а сейчас вместе с М270 и «Марс» этих РСЗО насчитывается уже около 40, что в 10 раз больше от первой поставки. Такая же тенденция возможна и с Брэдли, когда первая поставка в 50 единиц через полгода превратится в 400-500 единиц. Брэдли не является панацеей и не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте. Для этого требуется комплексный подход: и ракеты Атакамс, и танки Леопард-2, и самолеты F-16. Но сам факт передачи этих тяжелых БМП говорит о том, что наши союзники понимают необходимость поставок нам тяжелого вооружения, и это вооружение мы наконец-то начинаем получать.